Добрый день, мои дорогие. My name is Natalie on Natalie Practical Russian. I usually give you stories in Russian. In this video, I want to give you one more story. I took the bus and heard the conversation of two young girls. What did I hear? That's not really important, but in this video we will practice the Russian verb слушать with prefixes. If you're interested, keep watching. Turn on Russian or English subtitles if needed, okay? I have more materials for you. For my other materials, find the links below. You can subscribe to my Patreon page and download the PDF file to this video, or you can get my free material. This book has common Russian phrases, how to order food in a restaurant, how to ask the direction. So all these phrases you can learn from my free book. The link is in the comment section. And now listen to my story. Let's get started. Сейчас выхожу из автобуса и хочу рассказать вам короткую историю. Я только что ехала в автобусе и слушала разговор двух девушек. Я подслушала их разговор. Я знаю, что это нехорошо, но это было интересно. Я сейчас не так часто общаюсь с людьми. Я не так часто общаюсь со своими друзьями, да, и иногда интересно послушать, о чем говорят другие люди. Особенно мне интересно, о чем говорят молодые люди. Сейчас день, но я не знаю почему, в автобусе было много людей, и я стояла совсем близко, и я могла слушать их разговор. Еще иногда в автобусе водитель говорил что-то, или когда была остановка, я слышала плохо, и поэтому я прислушивалась, я старалась слушать внимательно, потому что мне было очень интересно, чем сейчас живут студенты, какие у них проблемы, какие у них мысли. Я знаю, это нехорошо, но иногда я делаю так, когда я еду в транспорте, я слушаю, о чем говорят люди. Я нашла место чуть потише, где я могу рассказать еще раз, что случилось. Я ехала в автобусе, и рядом стояли две девушки, это были студентки, и они разговаривали об учебе. Я предполагаю, я думаю, что они учатся в университете. Сейчас июнь, и у них экзамены. И, конечно, они разговаривали об экзаменах, об учебе. Это такой стресс, да, когда у студентов экзамены. Конечно, они нервничают. И также они обсуждали молодых ребят, да, они говорили о мальчиках. Я думаю, это нормально. Обычно девушки, молодые девушки обсуждают, что они могут обсуждать. Конечно, молодых людей и учебу, потому что это важно, они учатся в университете, и самое важное в их жизни это учеба. И я слушала, о чем они говорили. Может быть, это не очень красиво, я знаю, что это нехорошо, но я стояла рядом, и я слышала все, что они говорили. Иногда я не слышала, я слышала очень плохо, и я даже прислушивалась, да, когда были остановки или водитель говорил что-то громко, я пропускала некоторые моменты интересные, и я прислушивалась. Может быть, это не очень хорошо, но мне так интересно, чем живут сейчас молодые люди, чем живет сейчас молодое поколение, потому что я не так много общаюсь с людьми. Я думаю, в последнее время я общаюсь с друзьями, но мы не общаемся так часто. И мои друзья, они такого же возраста, как и я,
И поэтому я не знаю, о чем сейчас думают молодые люди, о чем сейчас думает молодое поколение. И мне очень интересно. Поэтому я слушала внимательно, поэтому я подслушала этот разговор. В последнее время я езжу в транспорте, когда в транспорте не так много людей. Но сегодня в автобусе было много людей. Возможно, потому что уже дети не ходят в школу, уже закончился учебный год, только у студентов экзамены. И также многие люди берут отпуск в июне, в июле, люди ездят в отпуск летом, и поэтому в транспорте были люди днем тоже. Часто, когда я ездила в транспорте, кто-то рядом говорил громко. Я не хотела слушать, но я слышала все. Женщины в России любят говорить громко. Женщины любят обсуждать разные темы. Я тоже иногда говорю по телефону с сестрой в транспорте, и, возможно, кто-то рядом слушает мой разговор, о чем я говорю. Возможно, кто-то рядом подслушивает. Да, это возможно. Я не думала об этом, но такое может быть. Да. И я хотела повторить слова для вас. Слушать это процесс, слушать музыку, слушать подкаст, слушать что-то, когда кто-то говорит, слушать, послушать, когда есть результат, вы закончили слушать, да? Например, послушать подкаст, да? Значит закончить слушать, послушать аудиосообщение. Подслушать значит слушать, когда нельзя это делать, и вы подслушиваете. Прислушаться значит слушать внимательно, когда плохо слышно, и вы прислушиваетесь, когда не слышно. Следующее — дослушать значит слушать до конца, да? Дослушать историю, дослушать аудио, дослушать подкаст. Выслушать, когда кто-то говорит много о своих переживаниях, я думаю. Здесь выслушать значит тоже дослушать до конца, когда человек делится чем-то. Я думаю, все. You're still watching this video? That's great. I believe that each practice makes your Russian better. You're not wasting your time. You're learning a foreign language. That's wonderful. Practice listening, reading, and speaking. All of my materials can help you with it. If you're subscribed to my Patreon page, you can download the PDF files and practice reading, or you can get my free material with common Russian phrases. So learn some phrases from this book. Click on the link below and download this material. Okay? I wish you good luck. Хорошего дня. Увидимся в следующий раз. И пока.